Привет, друзья! Чартаги – традиционный корейский хлеб. Еще называют его ударным хлебом. Это популярная корейская пища наших предков. Чартаги готовятся из специального клейкого риса сорта чапсари. Да, все верно, это корейский хлеб из риса и фасоли. Фасоль обычно используют красную. В самой же Корее используют также муку из соевых бобов и черной фасоли для обсыпки хлеба чартаги. Очистила я рис и хорошо мою в проточной воде, пока вода не станет почти прозрачной. Оставляю рис под водой на 12 часов как минимум. Если жарко у вас на кухне, то лучше менять воду 1-2 раза. Красную фасоль тоже заранее замачиваю в воде на 4-6 часов. Через некоторое время рис у меня хорошо разбух. Высыпаю на дуршлаг, затем буду пробивать в стационарном блендере. Блендер должен быть хорошей мощности. Наливаю немного воды, чтобы легче пробить рис. Вода у меня горячая, но не кипяток. Так лучше молотится рис в блендере. Молотила я примерно 40-50 секунд. Время зависит от мощности вашего блендера. Так я в 2 приема хорошо измельчила рис. Чем мельче измельчить рис, то сам хлеб чартаги будет нежнее и эластичнее. Подготовила я такой плотный мешочек. Туда вливаю рисовую массу. Затем аккуратно завязываю сверху, чтобы не вытекала жидкость. Сворачиваю плотно и ставлю сверху тарелку или что-нибудь плоское. Оставляю под прессом на 2 часа, чтобы полностью стекла лишняя жидкость. Фасоль хорошо разбухла, и ее просто отвариваю до мягкости. И пока она еще горячая, также пробиваю ее в стационарном блендере с добавлением немного воды, чтобы блендеру было легче пробить фасолевую массу. Вот такая пюреобразная масса фасолевая получилась. Выливаю ее на глубокую сковороду и даю закипеть. И как только она закипит, начнет стрелять так сильно, что может испачкать всю плиту. Поэтому сразу же закрываем крышку. Упарила я фасоль до густоты такой, что можно уже заправить комури. Кладу соль и перемешиваю хорошенько. Сам по себе чартаги хлеб пресный, без вкуса, поэтому сам комури должен быть с насыщенным вкусом. Сахар для комури использую тростниковый, но можно и простой сахар положить. Комури должен быть немножко сладковатым на вкус. Жареные кунжутные семена я промолотила в кофемолке до такого мелкого состояния. Очень вкусно получается и такой ароматный. Подсыпаю сахар понемногу и перемешиваю. И как только фасолевая масса начнет крошиться, уже значит все готово. Когда остынет, он еще подсохнет немного. Жидкость вся вытекла, теперь пересыпаю содержимое мешка на лист пароварки, застеленной плотной марлей. Все, что осталось на дне чашки, тоже кладу в общую рисовую массу. Слегка крошу тесто рисовое на небольшие кусочки, чтобы пропарился чартаги равномерно. Накрываю марлей и парю 25 минут на сильном огне. Через 25 минут аккуратно убираю сверху марлю и кладу на подготовленную заранее пленку. Пленку я смазала маслом растительным. Чтобы чартаги стал эластичным и немного плотным, нужно хорошо размесить, пока он еще горячий. Одевая плотные перчатки ХБшные, плотные,
так как это все горячее, и обминаю его как тесто обычное. Если чартыги у вас получился слишком плотный, то добавляйте воду при замесе. Мне это не пригодилось. Хлеб получился у меня невероятно мягким и эластичным, как пластилин. Режу чартыги пластиковым скребком на небольшие, удобные для поедания кусочки. Если нет такого скребка, то режьте просто ножом, смоченным в воде. Обмакиваем кусочки в сладкой фасолевой посыпке комури. Полностью не обсыпаем, только донышко, чтобы они не прилипли к тарелке. Отдельно с краем кладу комури. Смазываю перчатки растительным маслом, чтобы не прилипали. Да, конечно, продукты самые простые, готовить несложно совсем. Просто нужно найти достаточно время для готовки. Это такая вкусняшка. Вроде бы ничего такого особенного в этом хлебе нет, но как это притягивает. Чартыги получился на славу. Мягкий, жевательный, тягучий, однородный и нежный. Даже жевать не нужно. Хранится чартыги в холодильнике долго. Перед подачей нужно только разогреть или лучше поджарить на масле. Будет еще вкуснее, с хрустящей корочкой. Друзья, если это видео было полезным для вас, то ставьте лайк. Вам не трудно, а мне приятно. Всем удачного дня и хорошего настроения. С вами была Наталья. Пока-пока.